Одна вещь, которую я хотел бы сделать на раннем этапе, это определить темп анимации. Я все еще использую частоту кадров Blender по умолчанию, которая составляет 24 кадра в секунду. И мой лучший метод определить ритм — это создавать шум ртом. Так что мы можем спорить, смешно это или нет, но если ты когда-нибудь анимировал раньше, я уверен, что ты тоже это делал. И в настоящее время это очень хороший метод, потому что анимация — это ритм. Так что не стесняйтесь петь свою анимацию или издавать звуки ртом, потому что вы ведете естественный темп, который подходит вам, который вам нравится. И когда я делал эти дурацкие подпрыгивающие звуки, я был почти в идеальном темпе 2 раза в секунду. Так что не стесняйтесь записывать себя или делать все, что вам нужно, чтобы иметь возможность издавать звук и измерять его темп. Так вот, этот научный метод подтолкнул меня установить цикл анимации на 12 кадров. Так что я установил крайнюю ошибку на 6 кадре. Поскольку мы выполняем цикл, наш персонаж будет двигаться вперед с постоянной скоростью. Поэтому, чтобы помочь нам определить положение корневой кости, я могу выбрать все ее ключевые кадры, нажать T и переключить их на линейные. Это не является чем-то обязательным. Если ты предпочитаешь двигаться вперед и двигать корневую кость на глаз и вычислять расстояние, это прекрасно. Но это поможет нам определить положение стопы на этой первой разбивке, которую я установлю на 1 кадре, и это будет поза толчка. Двигаясь взад и вперед, я пытаюсь совместить положение задних ног на 0 кадре и 1 кадре. Но опять же не волнуйся, если это не идеально, потому что когда мы будем полировать кривую, есть методы, чтобы она соответствовала. Здесь важно сосредоточиться на силуэте своего персонажа и цели этой позиции. Так что в данный момент я настраиваю поворот края, но до этого я настраивал основной контроллер туловища. Идея состоит в том, чтобы сделать эти контроллеры туловища направленными на цель, причем целью должна быть самая высокая точка в воздухе. Таким образом, большая часть силы прыжка достигается за счет толчка задними ногами. Таким образом, передние ноги будут тянуться к начальной точке, к той точке, откуда они исходят. И они будут тянуться или указывать в эту позицию как по своему расположению, так и по вращению. Вот почему я поворачиваю руки назад. Я постараюсь немного придать форму хвосту, но опять же я не буду вкладывать в это так много энергии прямо сейчас. Я буду в основном работать над хвостом на этапе полировки. Я также попробую немного изменить положение задних ног, немного повернув одну из них. Опять же идея состоит в том, чтобы нарушить сдвоение. Одна нога отрывается от земли немного позже другой. Так что задними ногами придется немного двигать взад-вперед, потому что даже если я хочу избежать сдвоения, мне нужно держать их в напряжении по времени, потому что они влияют на отскок. Они дают силу. Сейчас я сравниваю свою новую позу со следующей. И я вижу, что мне нужно пересмотреть ориентацию туловища, потому что мой персонаж слишком сильно нырял или выталкивался вперед недостаточно высоко. Тогда я слегка наклоню голову вперед, потому что если посмотреть на эталон, голова довольно устойчива. Поэтому мы придадим ей немного перекрывающего движения, но постараемся сохранить ее стабильной, глядя в целевую точку. Хотя я начал растягивать бедра, я держу грудь довольно сжатой по всей середине туловища. И так как корневая интерполяция меня немного раздражает, я вернусь к постоянной интерполяции. Оттуда я многое добавлю в свою анимацию. Я постараюсь немного исправить ориентацию ног, особенно передних ног, которые должны быть ориентированы немного внутрь при виде спереди. Так что это тоже ошибка, которой следует избегать, когда вы анимируете персонажа, особенно циклы, вы будете склонны анимировать их с видом сбоку, потому что для нас более естественно чувствовать движение таким образом. Но не забудь посмотреть на своего персонажа спереди, это очень важно. Ты должен как можно чаще оборачиваться к своему персонажу. Когда анимируешь персонажа, это похоже на скульптуру, мы лепим позу. Поэтому тебе нужно вращаться вокруг модели.
Когда ты лепишь, ты тратишь половину времени, вращаясь вокруг своего персонажа и наблюдая, как он себя ведет. То же самое происходит и с анимацией. Если ты хочешь создать хорошие позы, тебе нужно проверить их во всех ракурсах. На этом этапе ты можешь немного придать форму ушам, если хочешь, это не проблема. Это поможет прочесть силуэт твоего персонажа, но это второстепенное движение, так что тебе не нужно делать это прямо сейчас. Это немного похоже на хвост. Это то, что будет легче понять, когда мы будем оттачивать анимацию. Так что я все еще немного борюсь с положением задних ног. Я держу одну из них ровно на земле, потому что мне кажется, что она выглядит более приземленной, что, конечно, так и есть. Так что давай перейдем к следующей позе, позе приземления. Чтобы начать работать над позой приземления, я продублирую последнюю позу так, чтобы у меня было положение ног. Таким образом, я знаю, где они будут приземляться. Тогда я примерно дам ориентировку контроллеру туловища. Так что я подтолкну его вверх и поверну в сторону точки приземления или туда, откуда пришел наш персонаж. Будь осторожен, так как я совершил небольшую ошибку, которую исправлю позже, но если ты сможешь избежать ее, это поможет. Не забудь отодвинуть корневую кость немного назад. Это немного сместит весь персонаж назад, и тогда ты сможешь расположить ноги и туловище так, как захочешь. Если ты такой же, как я, и забудешь это сделать, не волнуйся, в этом нет ничего страшного. Потом это будет несложно исправить. Поэтому первое, что я сделаю, это придам правильную ориентацию всему телу. Я также оттяну его назад, чтобы получилась очень растянутая поза. Идея в том, что передние лапы вот-вот коснутся земли. Итак, наш персонаж растягивается между целевой точкой и предыдущей позицией, откуда он пришел. Как я делал раньше, если я не почувствую позу, я нажму Alt плюс R и Alt G на контроллере груди, например, чтобы отменить любое вращение или движение, которые я делал раньше. А я просто вылеплю позу персонажа. Что касается других поз, то у тебя есть ссылка на целевую позу, которой мы хотим соответствовать, в правом нижнем углу. Поскольку мне не так уж много нужно прокомментировать по этой части, увидимся через 8 минут 50 секунд. Одна вещь, которую я внес в эту позу и которую нам нужно внести в другую позу во время полировки, это небольшой поворот туловища. Так как левая передняя нога персонажа первой коснется земли, я слегка поворачиваю его грудь к этой левой руке. И очень распространенное правило, которое мы увидим, когда будем работать над гуманоидным персонажем, заключается в том, что когда грудь или плечи изгибаются или наклоняются к точке, бедра изгибаются или наклоняются в противоположном направлении. Придай приятную кривизну позвоночнику твоего персонажа и сохрани равновесие. Работая над позой, я почувствовал, что немного сбился со времени, потому что смена позы между 11 и 12 кадрами была слишком драматичной. Поэтому я сместил позу на 10 кадр. Эту позу до сих пор было труднее всего сделать правильно. Поэтому я много хожу взад-вперед. Я часто меняю положение ног, я хочу избежать двойничества.
Я изменяю ориентацию туловища, много разных вещей. Очень мало шансов, что ты сможешь подобрать идеальную позу, которой не существует с первого раза. Так что не стесняйся возвращаться к ней, не стесняйся даже изменять предыдущие позы. И поскольку мы начинаем чувствовать движение, сейчас хороший момент для отображения траектории движения контроллера туловища. Это дает нам приблизительное представление о движении тела, и это придает мне достаточно уверенности, чтобы немного придать форму хвосту. Но не волнуйся, тебе не нужно делать это прямо сейчас. Опять же, мы можем сделать это на этапе полировки. На этом этапе комментировать особо нечего, так что я оставлю тебя и увидимся через 11 минут 38 секунд. Как я уже говорил тебе немного раньше, я забыл передвинуть корневую кость. Поэтому я передвину ее назад в то положение, в котором она должна быть. А затем мне просто нужно выбрать контроллер груди и все контроллеры ног и переместить их все вместе, чтобы они соответствовали моей предыдущей позе. Поскольку все эти контроллеры являются дочерними элементами корня, сдвинуть их вместе все равно, что сдвинуть корневую кость. И опять же я буду бороться и бороться за эту позу до тех пор, пока она меня не удовлетворит. И как только я это сделаю, я добавлю последнюю разбивку или промежуточный кадр на 11 кадре, потому что мы можем определить положение нашего персонажа от кадра к кадру 6. Будут определенные ошибки в движении, но мы можем отследить положение ног, положение туловища и попытаться добиться плавного движения. И в этом большая сила графического редактора и тот факт, что мы используем компьютер для создания анимации. Он идеально подходит для создания плавной интерполяции между двумя позами. Но так как у нас большая разница в позах между кадром 10 и кадром 12, ты не можешь позволить компьютеру делать догадки. Нам нужно самим построить эту новую разбивку или промежуточную. Так что на этот раз я не повторю ту же ошибку, забыв передвинуть корневую кость. И поскольку предполагается, что она имеет линейную интерполяцию, ее положение между кадром 10 и кадром 11 должно быть прямо посередине этих двух поз. И есть инструмент, который мы еще не использовали, потому что я не хотел, чтобы ты им пользовался, и он называется Breakdowner. Ты можешь выбрать его с помощью панели инструментов и выбрать любую кость или группу костей, щелкнув левой кнопкой мыши и перетащив ее. Ты увидишь процент разбивки, появляющийся в левом верхнем углу экрана. В настоящее время это дает вам тот уровень интерполяции, который вы выполняете. Так что если я щелкну левой кнопкой мыши и перетащу или нажму Shift плюс, чтобы активировать его, и установлю значение интерполяции равным 50%, я уверен, что окажусь прямо посередине. Ты можешь ограничить этот инструмент вращением, перемещением и масштабированием, нажав GRRS. Ты также можешь сконцентрировать его на определенных осях. И в меню Breakdowner есть два других инструмента, которые мы увидим позже. С моим положением корневой кости я могу нажать I, чтобы вставить ключевой кадр для каждого контроллера. Оттуда первое, что я сделаю, это постараюсь подобрать положение ног так, чтобы ступни были нацелены на положение приземления. Это точно такой же рабочий процесс, как и раньше. Затем я отменяю вращение и включаю контроллер туловища и переделываю позу. Поэтому я немного повернулся, дважды нажав R, затем Y, чтобы повернуть по локальной оси Y. А теперь я прижму корень туловища к земле. Правая нога первой соприкасается с землей, так как она первая поднимается при отрыве от земли. Так что я могу слегка согнуть левую руку, и они не будут сильно давить как на грудь, так и на бедра, двигая их к земле.
Я также стараюсь поворачивать ногу так, чтобы растение было обращено к земле. Это похоже на то, как еда тянется, так что кончик еды будет позже, чем основание стопы или пятка. Это тоже форма доведения дела до конца. Если ты анимируешь движение руки или ноги, ты хочешь, чтобы пальцы на ногах были перемещены, чтобы иметь перекрывающееся движение. Одна важная вещь, которую я усвоил на своих занятиях, заключается в том, что ты должен отслеживать свои движения как можно скорее. Вот почему я рассчитал траекторию движения ног, чтобы они могли видеть свою траекторию и время. И это будет идеальный инструмент для перепроверки быка. Мы более подробно поговорим о быке в следующем видео. Я также добавлю немного раздавливания по голове, переместив ее немного назад. И чтобы противостоять этому, я слегка поверну его вверх, чтобы наш персонаж наблюдал за своим следующим шагом. Я также рассчитаю траекторию движения головной кости, и пока я позирую, я пытаюсь создать плавную кривую между различными положениями головы. Это дуга головы. Так что старайся здесь изо всех сил, чтобы получить плавный переход между различными позами. Но если это не идеально, опять же не волнуйся, мы увидим это подробно на этапе полировки, и прочитав кривую, это будет еще проще. Как только я закончу с этим, я смогу проверить свою анимацию. Так что мы действительно начинаем ощущать эмоции, но проблема в том, что мой персонаж прыгает вперед, так что я хотел бы видеть, как он зацикливается. Просто снимите флажок с контроллера маршрута, чтобы ваш персонаж прыгал и зацикливался, не двигаясь вперед. А теперь, что касается прыгающего мяча, поскольку нулевой кадр и кадр 12 — это одно и то же, я просто прочитаю анимацию от нулевого кадра до кадра 11. Это уже выглядит очень хорошо. Но последнее, на что я хотел бы обратить внимание, это раздавливание персонажа в самом первом кадре. Я думаю, мы можем еще больше раздвинуть позу. Поэтому я просто отодвину тестовый контроллер немного назад, бедра немного вперед, а корень туловища немного ниже. Поскольку мы анимируем здесь один раз, что означает, что мы создаем ключевую позу в каждом кадре, никакой конкретной интерполяции не будет. Вот почему я использую траекторию движения, чтобы убедиться, что у меня хороший интервал. Эта поза на кадре 12 обновлена. Я бы хотел продублировать все ключевые кадры на кадре 12 и переместить их на нулевой кадр. Но я не хочу дублировать корневой ключевой кадр. Поэтому я заблокирую корневой кадр, нажму Shift плюс D со всеми ключевыми кадрами, выбранными на кадре 12, и переместил их на нулевой кадр. И все тут. Ты только что заблокировал свой первый цикл запуска персонажа. Это не просто, так что если ты потерпел неудачу, не волнуйся, просто перезагрузись с самого начала. Я здесь, чтобы дать тебе метод, но только через практику ты станешь хорошим аниматором. Не напрягайся, посмотри видео еще раз. И если ты готов, увидимся в следующем фильме, чтобы отшлифовать эту анимацию.